Представьте, что автомобиль, который унес жизнь одного из самых ярких актеров Голливуда, стал бы носителем зловещего проклятия. Что, если бы это не была просто трагическая авария, а начало цепочки странных и мистических событий, которые сопровождают этот автомобиль даже спустя десятилетия? А что, если я скажу, что такой автомобиль вполне реален? Сегодня я расскажу вам о маленьком ублюдке Porsche Джеймса Дина, который, как уверяют многие, продолжает сеять смерть даже после того, как его владельца не стало. Почему этот автомобиль стал синонимом не только скорости и гламура, но и рокового фатализма? И что же происходило с ним и с теми, кто осмеливался прикасаться к его частям? В этом видео я раскрою все подробности, которые вы могли не знать о самом проклятом автомобиле в истории кино. Спойлер, его история далека от завершения. Кто такой Джеймс Дин? Сегодня речь пойдет о человеке, чье имя стало синонимом бунтарства, трагедии и вечной молодости. Джеймс Дин родился в Индиане, в семье обычного фермера, но жизнь быстро сделала резкий поворот. Когда мальчику было 6 лет, отец сменил плуг на стоматологическое кресло, и семья переехала в солнечную Калифорнию. Но вскоре мальчика ждал первый жизненный удар. Мать Дина, его самый близкий человек, умерла от рака. Отец не справился с потерей и отправил сына обратно в Индиану, к родственникам. Именно там, среди бескрайних полей и строгих нравов квакерской семьи, начал формироваться будущий культовый актер. Дин рос способным и энергичным. В школе он блистал в баскетболе и бейсболе, участвовал в дебатах и театральных постановках. Но помимо этого у него были 3 странные страсти: боевые искусства, автогонки и бычьи бои. Их ему привил священник, с которым у Дина были сложные и неоднозначные отношения. Позже в откровенном разговоре с Элизабет Тейлор он признался, что в детстве подвергся насилию. Вполне возможно, что это событие оставило глубокий след в характере звезды, сделав его одновременно ранимым и дерзким. После школы Дин переезжает в Калифорнию, пробует себя в юриспруденции, но быстро понимает, что будущее не в законах, а в искусстве. Дин поступает в Калифорнийский университет, но бросает его ради актерской карьеры и срывает свой первый крупный успех — роль в постановке «Макбет». Однако путь к славе был тернист. В ожидании больших ролей он работал парковщиком на студии CBS и цеплялся за любую возможность. Все изменилось, когда он оказался в Нью-Йорке и поступил в легендарную актерскую студию Ли Страсберга. Там же учились Марлон Брандо и Пол Ньюман, лучшие из лучших. Он писал родственникам о том, что попал в святыню актерского мастерства. С этого момента его карьера начала набирать обороты. Но, как оказалось, время у него было ограничено. После того, как Дин получил роль в фильме «К востоку от рая», актер увлекся гонками. Он неоднократно приобретал спортивные автомобили и мотоциклы. В его коллекции были такие красавцы, как Triumph Tiger T110, Porsche 356. Дин даже планировал участие в знаменитой гонке 500 миль Индианаполиса. В середине 50-х годов молодой гонщик решил еще раз пополнить свой гараж новым спортивным автомобилем. В этот раз его выбор пал на автомобиль, который напрямую повлияет на его судьбу — Porsche 550 Spyder. Почему выбор пал именно на этот автомобиль? Все просто. Это авто было настоящей гоночной машиной, созданной для победителей. С легким алюминиевым кузовом и среднемоторной компоновкой 550 Spyder обладал выдающейся маневренностью и динамикой, что делало его идеальным для участия в соревнованиях. Что по техническим характеристикам? Под капотом у 550 Spyder располагался 1,5-литровый 4-цилиндровый оппозитный двигатель с 4 распредвалами, выдававший около 110 лошадиных сил при 6200 оборотах в минуту. В сочетании с массой всего около 1300 фунтов это позволяло автомобилю разгоняться до впечатляющих скоростей и демонстрировать отличные результаты на трассе. Кстати, всего было выпущено около 90 экземпляров этой модели, что делает ее поистине редкой и желанной среди коллекционеров. А теперь о знаменитой надписи «Little Bastard» на кузове. История гласит, что прозвище «Маленький ублюдок» Дин получил от Джека Уорнера, главы Warner Brothers, который однажды так его назвал после отказа актера покинуть временный трейлер на съемочной площадке. Дин решил увековечить это прозвище, нанеся его на свой новый Porsche 550 Spyder. Так автомобиль получил свое легендарное имя, ставшее неотъемлемой частью его истории. Конец сентября 1955 года. Джеймс Дин, восходящая звезда Голливуда и страстный автогонщик, готовится к предстоящим выходным гонкам в Саленасе. Вместе с ним заводской механик Porsche Рольф Вютерих. Их спутники Билл Хикман и фотограф Сэнфорд Рот следуют на Ford Country Squire с прицепом, планируя фотосессию для журнала Colliers. Дин решает не буксировать своего маленького ублюдка, а проехать на нем самостоятельно до Салинаса, чтобы лучше почувствовать машину перед соревнованиями. Около половины 4-го дня их останавливает
патрульный за превышение скорости. Дин ехал со скоростью 65 миль в час при разрешенных 55. Получив штраф, они продолжают путь, выбирая более быстрый маршрут через шоссе 166/33. Это шоссе более известно под названием «Дорога гонщика». В районе Блэкуэллс Корнер они делают остановку, где встречают других гонщиков. Лэнса Ревентлова и Брюса Кеслера, направляющихся в Салинас на Mercedes-Benz 300 SL. Договорившись о встрече за ужином в Пасо-Роблес, Дин и Вютерих снова отправляются в путь. Приближаясь к перекрестку шоссе 466 и 41, Дин разгоняется, оставляя сопровождающий Форд далеко позади. В это время 23-летний студент Дональд Тернапсид на Ford Tudor 1950 года выпуска поворачивает налево, не заметив стремительно приближающийся Porsche. Дин пытается уйти от столкновения, но расстояние слишком мало. Происходит почти лобовое столкновение. Легкий спортивный автомобиль Дина переворачивается несколько раз, а более тяжелый Ford отбрасывает на 40 футов назад. Очевидцы бросаются на помощь. Дина извлекают из искореженного автомобиля с тяжелыми травмами, сломанной шеей, множественными переломами и внутренними повреждениями. Его срочно доставляют в госпиталь Пасо-Роблес, но, несмотря на усилия врачей, в 6 часов 20 минут вечера Джеймс Дин скончался. Рольф Вютерих выжил, получив серьезные травмы, включая переломы челюсти и бедра. Дональд Тернапсид отделался незначительными повреждениями лица и после допроса отправился домой автостопом. Трагическая гибель Джеймса Дина в возрасте 24 лет потрясла мир и стала символом рокового сочетания скорости, молодости, а впоследствии и злого рока. Расследование аварии началось вскоре после трагедии. 11 октября 1955 года в Сан-Луис-Обиспо состоялось судебное слушание. Ключевой свидетель – Дональд Тернапсид, тот самый студент, управлявший Фордом. Он заявил, что попросту не заметил низкий серебристый Порше до момента столкновения. Его слова подтвердили сотрудники дорожного патруля и очевидцы, после чего суд признал аварию несчастным случаем, а Тернапсида полностью оправдали. Но оправдание в суде — это одно, а жить с этим грузом — совсем другое. Для Тернапсида эта авария стала настоящим кошмаром. Он дал единственное интервью газете Tulare Advance Register сразу после случившегося, а потом полное молчание. До конца своих дней он отказывался говорить о той ночи, будто пытался вычеркнуть ее из памяти. Позже он добился успеха в бизнесе, но от собственной судьбы не убежал. В возрасте 63 лет умер от рака легких. А что же Рольф Вютерих, пассажир маленького ублюдка и человек, который видел последние мгновения жизни Дина? После аварии он перенес несколько тяжелых операций, но физические травмы были лишь частью его проблем. Жить с воспоминанием о той катастрофе оказалось еще сложнее. Вютерих вернулся в Германию, где работал в испытательном отделе Porsche, продолжал участвовать в гонках, но, как будто повторяя судьбу Дина, погиб в автокатастрофе. Летом 1981 года Рольф не справился с управлением и врезался в дом. Ирония судьбы, его тоже пришлось вытаскивать из машины, но на этот раз шансов не было. И вот здесь начинается самое странное. За несколько недель до своей гибели Джеймс Дин снялся в социальной рекламе, призванной напомнить водителям об осторожности на дороге. В сцене интервью он должен был произнести предупреждающую фразу: «Жизнь, которую ты спасаешь, может оказаться твоей собственной». Но в последний момент Дин изменил текст и сказал: «Жизнь, которую ты можешь спасти, может оказаться моей». Звучит как зловещее пророчество, не так ли? Но не пугайтесь, самое зловещее ждет нас впереди. Странности начались еще вечером 23 сентября 1955 года. Британский актер Алек Гиннес и его подруга Тельма Мосс никак не могли найти свободный столик в ресторане и уже собирались уйти, когда случайно встретили Джеймса Дина. Тот пригласил их за свой стол, а заодно с гордостью показал свое последнее приобретение — сверкающий серебристый Porsche 550 Spyder. Он с энтузиазмом рассказывал, что эта машина может разогнаться до 150 миль в час. Гиннес, по его же словам, в этот момент почувствовал странное, необъяснимое беспокойство. А затем, словно кто-то говорил за него, он произнес фразу, которая прозвучала как проклятие. «Пожалуйста, не садись за руль этой машины ни в коем случае. Сейчас 10 часов вечера, 23 сентября 1955 года. Если ты сядешь в нее, то к концу следующей недели ты уже будешь мертв». Дин лишь усмехнулся. «Чушь! Не будь таким вредным!» И тут же сменил тему. Гиннес смутился, извинился, сославшись на усталость и голод, но тревожное чувство не покидало его всю неделю. А потом наступило 30 сентября, и его слова сбылись. Джеймс Дин сел за руль своего Porsche и больше никогда из него не вышел. Вполне возможно, что именно в этот вечер и было наложено знаменитое проклятие маленького ублюдка. Кстати, а что же произошло с авто после аварии?
Один из самых известных кастомайзеров того времени, Джордж Баррис, выкупил разбитую машину погибшего Дина. И вскоре вокруг нее начали твориться странные вещи. По рассказам Барриса, автомобиль самопроизвольно разваливался, падал с платформ, калечил людей и даже приводил к смертельным авариям. Разумеется, многие полагали, что Баррис просто любил сочинять сенсационные истории. Тем более, что ни одно из этих происшествий не находило подтверждения в прессе. Но вот что действительно известно. Части маленького ублюдка все-таки стали причиной трагедии. Двигатель маленького ублюдка купил хирург Уильям Эшрих, который поставил его на шасси гоночной машины Lotus. А другой гонщик, доктор Трой МакГенри, использовал в своей машине маятниковые рычаги подвески и рулевого управления от проклятой машины. И если Эшрих в гонке всего лишь столкнулся с другим автомобилем и выжил, то МакГенри не повезло. Его машина потеряла управление из-за отказа руля, вылетела с трассы и врезалась в дерево. Он погиб мгновенно. Этот случай стал основой для легенды о проклятии. С тех пор за маленьким ублюдком закрепилась репутация автомобиля-убийцы, который не отпускал своих жертв даже после смерти своего хозяина. После гибели Джеймса Дина его маленький ублюдок словно продолжил жить своей зловещей жизнью. Разбитый кузов, как вы уже знаете, оказался в руках Джорджа Барриса. Именно он первым начал распространять слухи о проклятии машины. Баррис объявил, что собирается восстановить автомобиль, но на деле никаких серьезных работ не проводил. Вместо этого он попросту приварил лист алюминия к поврежденному крылу, а вмятины попытался выправить деревянной доской. Несмотря на отсутствие ремонта, Баррис нашел машине новую роль. Porsche стал передвижным экспонатом. Его демонстрировали на автосалонах, выставках, в кинотеатрах и даже кегельбанах. Причем не просто как памятник трагедии, а как наглядное предупреждение о смертельной опасности высоких скоростей. На афишах писали пугающие лозунги, а сама машина выглядела так, будто смерть все еще сидела за рулем. Но дальше еще интереснее. В 1960-м маленького ублюдка должны были перевезти из Флориды в Лос-Анджелес. Его погрузили в опечатанный вагон и отправили в сопровождении детективов агентства Пинкертона. Казалось бы, ну какая тут может быть мистификация? Однако, когда поезд прибыл в пункт назначения, машина бесследно исчезла. Вагоны вскрыли, но внутри не оказалось даже следов Porsche. Баррис сразу же подогрел интерес к истории, заявив, что автомобиль исчез, словно растворился в воздухе. Одни считали это мистикой, другие — удачным рекламным ходом. Но так или иначе, с тех пор никто не видел маленького ублюдка целиком. Хотя его следы время от времени всплывали. В одном из музеев Иллинойса утверждают, что у них хранится фрагмент кузова, кусок металла, якобы вырезанный из части корпуса возле ветрового стекла. В другом музее выставлена пассажирская дверь, которую называют подлинной деталью машины Дина. В 2005-м владельцам этих артефактов даже предложили награду в $1 миллион за доказательство их подлинности. Но никто так и не пришел за деньгами. А что же сам Porsche? Может быть, его разобрали на части и продали коллекционерам? Или он пылится в каком-нибудь забытом гараже, скрытый от посторонних глаз? Возможно, он все еще ждет своего часа, чтобы напомнить о себе. Ведь если верить легенде, эта машина никогда не приносила удачи тем, кто к ней прикасался. Ну что, как вам история? На первый взгляд, она могла бы показаться просто забавной легендой, но когда начинаешь разбираться в деталях, становится не до смеха. Кажется, маленький ублюдок не просто стал символом трагической судьбы Джеймса Дина, но и олицетворением чего-то гораздо более мрачного, зловещего проклятия, которое не отпускает своих жертв. Удивительно, как всего одно происшествие, одна авария может породить такие необъяснимые события, которые продолжаются десятилетиями. Но давайте не будем спешить с выводами. Возможно, легенда немецкого автопрома живет и по сей день, продолжая свой темный путь через руки коллекционеров и автолюбителей. А может, это всего лишь игра воображения, точнее, игра для нас с вами. Все эти странности и несовпадения остаются неразгаданной тайной. И как бы мы ни пытались объяснить их рационально, остается одно неизменное. История о маленьком ублюдке не забыта, а его проклятие продолжает будоражить воображение и обрастать мифами. Так что не забывайте, есть вещи, которые лучше не трогать. А если вдруг встретите старую машину с пугающей репутацией, может, вам следует задуматься, прежде чем сесть за руль. Ведь кто знает, что кроется за этими автомобилями, пережившими своих владельцев.